Ночная дорога на окраине Портленда тонула в сыром тумане, и Эйден с трудом держал глаза открытыми после бесконечной смены в ремонтной мастерской и спешки домой к сыну. Он ехал обратно на работу за забытым инструментом, мечтая лишь на пару часов прислониться к подушке. Но его усталость исчезла вмиг, когда впереди мелькнул слабый отблеск искр. Сначала он подумал, что это сломанная машина, оставленная у обочины, но когда подъехал ближе, увидел искореженный кузов и мигающие фары. Грузный внедорожник лежал наполовину в кювете, будто выброшенный из реальности. На асфальте тянулся темный след, и именно он заставил Эйдена остановиться так резко, что старая машина дернулась. Внутри был стон, слабый, будто последний выдох. Женщина, Лейла, едва держалась в сознании, бледная, с растекающимся пятном на боку. Эйден вытащил ее аккуратно, но поспешно, чувствуя только одно — тишина вокруг слишком холодная, чтобы оставлять ее здесь. Она была легкая, как будто пустой, и это пугало сильнее всего. Он доставил ее до ближайшего госпиталя, почти не чувствуя руль от напряжения. Ее дыхание сбивалось, и каждый звук казался предупреждением. Когда он внес ее внутрь, врачи забрали ее сразу, а он остался в коридоре с липким чувством ответственности, которое не мог объяснить. Он никого там не знал, кроме собственного отражения в стекле, но уйти не мог. Часы медленно прожигали ночь. Эйден думал о сыне, о том, что тот, наверное, уже проснулся, но ноги словно приросли к полу. В какой-то момент врач сообщил ему, что Лейла выжила только благодаря тому, что он привез ее вовремя. Слова прозвучали неожиданно тяжело, будто их вес ложился прямо на его плечи. Когда его допустили в палату, он увидел ее уже в сознании, слабую, но живую. Она смотрела на него с тем тихим вниманием людей, которым дали второй шанс. В ее взгляде было узнавание, будто он был последней нитью, удержавшей ее здесь. Он хотел уйти, но ее едва заметный жест остановил его, и он остался рядом ровно столько, сколько она смогла выдержать, пока не уснула. Выходя из палаты, Эйден почувствовал что-то непривычное, не тревогу и не усталость, а ощущение, что эта ночь стала началом пути, который он еще не понимал, но который уже изменил его жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.